Всем привет! Вы на канале 88 Клубков, это канал по вязанию, меня зовут Настя. Я не смогла пройти мимо этой популярной модели сумки известного бренда. Она очень круто смотрится в сочетании двух цветов рафии, одна из которых натуральная, другая любая контрастная, голубая, розовая, зеленая, желтая или даже черная. В этом видео я подробно покажу и расскажу, как связать основной узор полотна. Поделюсь простой и понятной выкройкой этой сумочки. Сумка вяжется единым полотном, далее прокладывается несколько швов и привязываются ручки. Проще не придумать. Я остановила свой выбор на рафии Испи. Она прекрасно подходит для этого изделия по широкой палитре цвета, а также по текстуре нити. Ниточка нежная и очень крепкая. Мои цвета: натуральный хаки, голубой роял. Характеристики нити вы видите на своем экране. Заказать эту рафию можно по ссылкам, которые я оставляю в описании. Напрямую с сайта мо.ру по привлекательной цене или с бесплатной доставкой на Озон или Валберес. Также я приготовила сантиметровую ленту. На каждом этапе озвучиваю рядность и количество петель и размеры заготовки в сантиметрах, ножницы и крючки. Основной крючок 3,5 мм и вспомогательный 2,5 мм. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, переходим к работе. Хочется начать с выкройки, чтобы было понятно, откуда начинается вязание. В этой точке я набираю необходимое количество петель. Оно должно быть четным. У меня 56 петель. Вяжутся два одинаковых прямоугольника. Этот и этот. Далее они соединяются в одно полотно и навязываются ряды туда-обратно, туда-обратно. Заканчивается вязание прямоугольниками точно такого же размера. Хочется сказать, что количество петель набора – это глубина сумки. Количество рядов – это ширина сумки. При расчетах учитывайте, что верхняя часть сумки имеет отворот. Это нужно заложить в глубину при наборе петель. Далее прямоугольники складываются таким образом, что образуют боковую часть сумки. Здесь прокладывается шов, соответственно, с одной и с другой стороны. Сумочка имеет базовую форму. Далее к ней привязываются ручки. Здесь сейчас я отталкиваюсь от своих расчетов и набираю 56 петель пряжей голубого цвета. Набрасываю нить на крючок, короткий край перед работой. Здесь необходимо взять небольшой запас для того, чтобы проложить шов у основания. Он не очень длинный, поэтому достаточно 30-40 сантиметров. Подхватываю рабочую нить и формирую первую петлю. Готово. Далее 56 воздушных петель. Вяжу достаточно компактно, но не затягиваю. Рафия очень нежная. После отпаривания она еще немножко распушится и раскроется. Сейчас длина моей косы из воздушных петель более 30 сантиметров, но она еще уменьшится за счет навязывания узора. Я пропускаю первую точку, во вторую точку в заднюю перемычку вставляю крючок и провязываю столбик без накида. Готово. Теперь воздушная петля. По основанию пропускаю одну точку, во вторую точку в заднюю перемычку вставляю крючок и провязываю столбик без накида. Снова воздушная петля, пропускаю точку, во вторую точку от крючка провязываю столбик без накида. Так до конца ряда чередую. Получаются ячейки: воздушная петля, столбик, воздушная петля, столбик. Когда идет воздушная петля, по основанию пропускаю одну точку.
Так как у меня четное количество петель и первая петля ушла на петлю подъема, ряд закончится столбиком без накида. Последняя воздушная петля, пропускаю точку, в заднюю перемычку провязываю последний, у меня 28 столбик. Петля подъема, переворачиваю вязание. На этом этапе глубина моей сумки около 27-28 сантиметров. Напоминаю, здесь у меня еще будет небольшой отворот в той точке, где будет крепиться ручка к сумке. Здесь после петли подъема в начале ряда я сразу провязываю столбик за обе дужки кромочной косы. Готово. И повторяется все то же самое. Воздушная петля. По основанию пропускается воздушная петля прошлого ряда, она здесь. Крючок вставляется за обе дужки кромочной косы. С изнанки крючок выходит рядом со столбиком прошлого ряда. Вот обратите внимание, если смотреть с изнанки, то справа. Провязываю столбик без накида. Еще раз. Воздушная петля. Здесь арка прошлого ряда пропускается в следующую точку за обе дужки. Я вставляю крючок, он выходит справа столбика прошлого ряда. Так вяжу до конца ряда. Я в конце второго ряда уже провязана воздушная и в последнюю точку ряда провязываю столбик без накида. Далее мне нужно поменять цвет пряжи. Вязать разными цветами я буду по 4 ряда, но так как это начало вязания, и здесь эти два ряда голубых состыкуются с двумя рядами голубых с этой стороны, и по ширине это получится нужные 4 ряда. Поэтому начинаю я вязать с 2 рядов одного цвета. Подъемную петлю делаю уже новым цветом с небольшим запасом. Этот подтягиваю, можно его отрезать. Тоже с небольшим запасом. Рафия очень хорошо прячется в полотно, незаметно и просто. Переворачиваю вязание. Эти две ниточки фиксирую первым столбиком. Первый столбик сразу здесь у основания. Вставляю крючок за обе дужки кромочной косы и формирую столбик без накида. Далее все то же самое. Воздушная. По полотну пропускаю арку прошлого ряда и в следующую точку, вот с изнанки это смотрится как в раскол. За обе дужки вставляю крючок. С другой стороны крючок выходит справа от столбика прошлого ряда, не в раскол. Снова подъемная петля воздушная и следующая точка. Сейчас этим цветом я вяжу 4 ряда. 2 плюс 4 ряда, сейчас провязано 6 рядов, и мне нужно ввести контрастный цвет пряжи. Подхватываю нить и петлю подъема делаю уже другим цветом. Придерживаю край начала, край окончания нити и первый столбик следующего ряда сразу в начале ряда. Готово. Подтягиваю нити и увожу их в сторону. Далее все повторяется. Воздушная петля, следующая точка за обе дужки кромочной косы и столбик без накида. Воздушная, столбик. Сейчас голубым цветом я провязываю еще 2 ряда. Первая деталь готова. Как я и планировала, она 8-рядная. Здесь уже провязана петля подъема. Переворачиваю вязание, и точно такая же мне нужна вторая деталь.
У меня она тоже уже готова. Здесь закончился лицевой ряд, переворачиваю ее изнаночным рядом. Здесь мне нужно сейчас будет провязать воздушные петли, чтобы их соединить. Вот полностью моя схема соответствует моим двум деталям. Вяжу ряд до сюда. Здесь количество петель должно соответствовать ширине деталей, то есть они должны полностью совпадать. Можно посмотреть по кромочным петлям, просчитать. Здесь у меня 8 рядов, но кромочных петель 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. То есть немножко отличается. Значит, здесь нужно набрать 18 воздушных петель. Итак, вяжу ряд до сюда. 18 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Готово. Теперь закрепляемся сюда столбиком без накида в начало ряда. Воздушная петля и продолжаю вязать узор. Здесь сейчас мне нужно закончить этот ряд и провязать голубой пряжей еще один. Вот смотрите, соответствует полностью длина, здесь будет проложен шов. Здесь вяжу по узору, провязана воздушная, далее одну точку пропускаю и в цепочку из воздушных в заднюю полупетлю вставляю крючок, провязывая столбик. Снова воздушная и снова столбик, пропуская по основанию одну точку. Так завершаю 4-й ряд голубой пряжей и перехожу на песочную. Дальше вяжу ряды без изменений. В каждом ряду одинаковое количество петель. Навязываю ширину сумки. У меня сейчас провязано по 9 полосок одного и другого цвета, в общей сложности 18. За одну полоску я считаю 2 ряда окончания и 2 ряда начала вязания в голубом цвете. Здесь у меня точно такая же ширина, как и на начальной части. Напоминаю, 8 рядов, 56 кромочных петель. Здесь аналогично этой части отступаю 18 кромочных петель и начинаю вязать второй прямоугольник, который впоследствии у меня сошьется и образует боковину сумки. Точно так же 2 ряда голубой, 4 песочной пряжи и заканчиваю 2 рядами голубой пряжи. Оставляю запас нити для того, чтобы осуществить сшивание деталей. Я хорошенько прогладила свою основную деталь с помощью утюга с эффектом пара, не прижимая подошву утюга. Изделие приобрело ровный и аккуратный вид и приятную фактуру. Сейчас перехожу к вывязыванию ручки. Тем же самым крючком набрасываю рафию основного бежевого цвета и образую первую петлю. Набираю 13 воздушных петель. Здесь у меня уже заканчивается пряжа, поэтому ручка будет комбинированного цвета. В первом ряду провязываю столбики в заднюю перемычку. Первую точку пропускаю, со второй точки провязываю столбик. Таким образом у меня получится 12 столбиков в ряд. Деталь получается около 7 сантиметров в ширину. Далее я навязываю рядность. В конце каждого ряда петля подъема, переворачиваю вязание и крючок вставляю за обе дужки кромочной косы. Так каждый следующий ряд.
У меня получилась деталь в 46 рядов. Длина детали 29 сантиметров, ее ширина 6,5-7 сантиметров. Я укоротила нить и вытягиваю ее полностью. Вставляю нить в иглу и сшиваю вдоль любым удобным способом. Я складываю пополам и стежками туда-обратно прохожусь по всей кромке. Стянула. Далее напротив каждого ряда вставляю иглу и подтягиваю шаг за шагом. Я уже связала и вторую ручку, отпарила так, чтобы шов был внутри. Пришивать буду, хорошо отцентровав ручку. Вот у меня гармонично смотрится, из голубых полосок выходит ручка. Отворачиваю необходимую толщину. У меня 1, 2, 3. И вот к 4-му столбику узора я буду пришиваться. Нить выходит из центра ручки, поэтому вставляю крючок в центральную часть голубой полосы, которую наметила. Хорошенько подтягиваю, подхватываю противоположную точку здесь. И такими же стежками туда-обратно прохожусь по всем точкам полотна и по всем точкам ручки. С помощью вновь введенной нити делаю намеченный отворот. Очень внимательно. Ширина отворота не должна поменяться на протяжении всей сумочки. И буду подхватывать петля в петлю. Прохожусь самым простым стежком. Здесь кромочная, здесь кромочная. Сильно не затягиваю, мне нужно просто накрепить. Здесь готово. Теперь перехожу к боковым частям, стык в стык, с одной стороны и с другой стороны. Каждая петля слева соответствует такой же точной петле справа. Прохожусь стежками от верха к низу. Здесь точки у меня совпадают, соответственно, с этой стороны они тоже совпадут. Делаю шов здесь и с этой стороны аналогично. Мне осталось проложить последних 2 шва с одной и с другой стороны. Но так как по верхней части у меня есть отворот, то сумка приобрела жесткую форму, каркас по верху. И мне немножко хочется укрепить дно. Сделаю я это с помощью пластиковой канвы. Я уже выкроила нужного размера. Ссылку на такую канву точно так же оставляю в описании под этим роликом. Вставляю ее в нижнюю часть сумки, прокладываю шов точно так же, как и ранее, но здесь подхватываю и клетки канвы. По лицу будет совершенно незаметно. Моя сумка готова, вместительная и невесомая. Прекрасно держит форму и имеет приятную фактуру и колоритный вид. В такие изделия часто не вшивается подкладка, но это остается на ваше усмотрение. Самый простой прямоугольный подклад можно вшить под отворот. Размеры готового изделия: по верхней части ширина 40 сантиметров. Глубина изделия 26 сантиметров, ширина донышка 10 сантиметров. На все про все у меня ушло 2 мотка этой рафии. Изделие смотрится дорого и стильно. Напоминаю, все необходимое вы можете приобрести по ссылкам, которые я оставляю в описании. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Всем пока!